Всем привет, с вами Андрей. Решил такое небольшое видео сделать, потому что не получилось записать нормальное видео. В субботу ходил на барахолку, собрались, короче, поехали, дождь пошел. Ну и дождь такой мелкий капал, я думаю, что снимать, как бы, ну не стоит, потому что продавцов было мало. И я нашел как раз под дождем, я успел на телефон снять граммофон старый. Это начало 20 века, примерно 23-25 год, граммофон. В рабочем состоянии, был мокрый. Ну вот, и продавец хотел 60 евро. Я говорю, я не рискну, потому что он мокрый, на дожде стоял. Давай за 40. И вот за 40 я купил с пластинками. 15 штук, там многие пластинки испорчены. Купил я настоящий граммофон с пластинками. Вот. Граммофон старый, рабочий. Есть специальная ручка заводить. Но дождь, я вам потом покажу, как он работает. Так что хорошая покупка. Ну вот сегодня дождик, и многие приехали продавцы вот с такими павильонами. И вот можно ходить и рассматривать. А у меня покупка дня — это граммофон с пластинками, и он рабочий, ребята. Я вам покажу сейчас, когда я приду и его запущу. Ну вот здесь такие интересные подносы. Вот смотрите, красивые, но они уже ржавчина есть. А так они неплохо смотрятся. Латунная ручка, да, 2 штуки даже есть. Ну а теперь начнется реставрация. Здесь у меня край один был. Он просто отходил, так как клей рассохся. Я сейчас подклеиваю край один, оставлю так немножко, чтобы стабильность придать граммофону. Ну и потом опять же буду здесь обновлять немножко, свяжу я политур, пройдусь, и будет как новенький. Так что работа предстоит небольшая с ним. Ну вот так я занимаюсь антикваром. Хотелось бы поговорить, что видео я снимаю сейчас про барахолки в основном, потому что на работе я не снимаю видео, так как я уже говорил на эту тему, но еще раз повторюсь, может кто-то не видел. Я раньше снимал видео на работе, как я работаю, но был случай, когда приехал курьер, водитель, он из Украины, я с ним поговорил, и я его спросил, могу ли я снять видео, он говорит, да, можешь. Я снял про него, он рассказал, как он работает. Ну и потом он уехал, и я хотел уже это видео выставить на YouTube канал свой, но этот водитель написал письмо, e-mail моему шефу, сказал, что он не хочет, чтобы я выставлял это видео на YouTube канал. Ну и шеф сказал, говорит, Андрей, я тебя понимаю, что он тебе разрешил, но он письменно теперь запретил. Мы ничего сделать не можем, так что, чтобы избежать в будущем вот таких разборов, он просто сказал, шеф, чтобы я не снимал, попросил, чтобы на работе я не снимал видео, так как не хочет проблемы иметь с клиентами. Ну и я сказал, окей, все без вопросов. На работе я теперь видео не снимаю, снимаю теперь немножко вот мое хобби, это больше вы теперь его видите, это антиквар.
Изначально я начинал с мебели. Это кухонная мебель была, столы, стулья. Я покупал старые столы, их клеил, стулья клеил, шлифовал, перекрашивал. Но тяжелая работа, много времени тратил, а мебель не так много покупали. То есть у меня она собиралась, и тяжело было ее продать. И просто я потом все распродал и плавно перешел на дачную мебель, так как я живу в Гамбурге, здесь много зелени, каждый второй, третий человек имеет свой участок или дачу, или свой дом. И вот лавки дачные, столики, балконные столики, они уходили лучше. То есть я покупал, опять же, старую убитую мебель, я клеил, красил заново и продавал. До ковида классно все шло, люди покупали, но случился ковид, люди сидели дома, никто не выходил и продаж практически не было. После ковида случилась вот с Украиной ситуация, Германия попала в кризисную ситуацию, которая уже продолжается с 2022 года, то есть у людей реально стало меньше денег. Я даже ощутил это на мебели, потому что когда весна, то люди просто раскупали садовую мебель, так как многие хотели обновить, или кто-то получал квартиры, или новые участки покупал дачные и хотел недорогую мебель. Но вот начиная с 2022 года просто мебель никто не берет, потому что люди стали даже на мебели экономить. И вот я просто распродал все свои столы и стулья и перешел на антиквар. То, что вы сейчас видите. Так что смотрите, подписывайтесь и не пропускайте видео. С вами был Андрей. Всем пока.